Добрый день, в эфире информационная сводка. Венгрия попросила Евросоюз разрешить торговлю продуктами из российской нефти еще на год. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сайярто. В нефтеснабжении как Венгрии, так и Словакии очень важную роль играют поставки из России. Частично для Чехии эти поставки тоже формируют энергобезопасность. По его словам, Словнафт запустила инвестиции на сотни миллионов евро, чтобы завод в Братиславе мог перерабатывать нефть из других источников. Но до завершения этих инвестиций требуется еще год. Поэтому мы просим Евросоюз продлить на год исключение из санкций, на основании которого входящая в группу МОЛ Словнафт сможет экспортировать в Чехию нефтепродукты, производимые из российской нефти. Зеленский признал, что у украинских войск есть трудности на передовой. В то же время президент Украины выступил с утверждением, что ВСУ делают успехи на поле боя, при этом не уточнив, на каком именно направлении. США готовят провокации в Сирии с использованием химических веществ. Методика применения отрабатывалась в мае в провинции Идлиб подконтрольными ЦРУ боевиками. Отравление при этом получили около 100 мирных жителей. Кроме того, боевикам на юге Сирии переданы ракеты с отравляющими боеголовками. Песков не подтверждает информацию о том, что найден способ продлить зерновую сделку. Надежд на продление сделки, по его словам, не так много. Так он прокомментировал публикации в зарубежных СМИ о том, что западные страны готовы согласиться с созданием дочки Россельхозбанка, которая будет подключена к системе SWIFT и тем самым выполнить одно из условий Российской Федерации. «Нет», – сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить эту информацию. По его словам, Кремлю пока нечего сообщить по выполнению договоренностей, которые касаются российской части сделки. Эта часть, подчеркнул спикер Кремля, по-прежнему не выполнена. В Германии просят отменить антироссийские санкции. Депутат Бундестага Бёрн Шатнер заявил, что антироссийские санкции вредят немцам. В данном контексте он отметил рост цен и задержку поставок продуктов питания. Кроме того, Шатнер призвал остановить снабжение Украины военной техникой и перейти к мирному урегулированию конфликта. «Я хочу подчеркнуть, что, пробуя навредить государству, мы вредим народу, и нам нужно прекратить это вредительство и начать жить в мире», – сказал депутат. СВО не привела к снижению возможностей российской армии. Об этом заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. «Нам никогда не следует недооценивать русских и их способность наносить ответный удар», – сказал он. Бауэр также сообщил о неудачах ВСУ в ходе контрнаступления. Bloomberg пишет, что Китай заявляет, что хочет более тесного сотрудничества с российскими военными, что является признаком того, что Москва по-прежнему пользуется поддержкой Пекина. Министр обороны Китая заявил в понедельник на встрече с главнокомандующим ВМФ России Николаем Евменовым, что совместными усилиями сторон отношения между военными двух стран будут укрепляться, постоянно добиваться нового прогресса и выйдут на новый уровень. Китайский министр сказал, что надеется, что два военно-морских флота смогут укрепить связь, регулярно проводить совместные учения и расширить практическое сотрудничество. Командир отряда спецназа Ахмат Евгений Писаренко погиб в зоне СВО. Об этом сообщил командир спецназа Ахмат Аптиал Лаудинов. «Спасибо родителям, вырастившим такого героя», написал в своем телеграм-канале заместитель командующего 2-м армейским корпусом Алаудинов. Он не уточнил, при каких обстоятельствах и в каком месте ушел из жизни Писаренко. Ранее появились кадры, как бойцы батальона «Запад Ахмат» защищают территорию Белгородской области от попыток прорыва со стороны украинских диверсантов.